Стоп, не двигайся, просто стой и слушай. Ты слышишь это? Этот звук, похожий на ветер сквозь листья, но слишком громкий, слишком низкий, слишком живой. Это не ветер, это дыхание, где-то рядом, очень рядом. Добро пожаловать в меловой период. Примерно 75 миллионов лет до нашей эры. До твоего рождения — бесконечность. До гибели всего, что ты сейчас видишь, около 9 миллионов лет. Но ты об этом пока не знаешь. Ты пока просто стоишь и дышишь. И это уже ошибка. Сейчас я расскажу тебе, что произойдет в первые минуты, часы и, если повезет, дни твоего пребывания здесь. Спойлер, не повезет, но об этом чуть позже. Первое, что ты замечаешь — воздух. Он другой. Плотный, влажный, теплый, как будто ты вошел в теплицу, которую никто никогда не проветривал. Запах — смесь мокрой земли, гниющей растительности и чего-то сладкого, что ты не можешь идентифицировать. Это цветущие магнолии. В меловом периоде они только-только появились, первые цветковые растения на Земле. До этого миллиарды лет цветов не существовало вообще. Подумай об этом. Весь огромный предыдущий период жизни на Земле без единого цветка. Только папоротники, хвощи, голосеменные. Суровый, зеленый, бесцветный мир. И вот первые лепестки, первый нектар, первый запах, от которого у тебя немного кружится голова. Ты делаешь глубокий вдох, и это первая твоя ошибка. Содержание кислорода в атмосфере мелового периода немного ниже, чем сейчас. Около 30% против наших 21%. Подожди, наоборот. Кислорода чуть больше, чем сегодня, примерно 30%. Это означает, что каждый вдох немного насыщеннее. Хорошая новость — дышать легко. Плохая — все остальное здесь тоже дышит легко. И бегает быстрее, чем ты думаешь. Температура около 35 градусов по Цельсию. И это не аномальная жара. Это просто меловой период. Полюса Земли почти не покрыты льдом. Уровень моря выше на 200 метров по сравнению с нашим временем. Значит, огромная часть привычных тебе материков сейчас под водой. Там, где сейчас стоит Москва, мелководное море. Там, где Лондон, болото у берега. Ты попал в мир, в котором нет ни одного знакомого тебе места. Ты смотришь вокруг. Растения высокие, темно-зеленые, непролазные. Папоротники размером с автобус. Хвойные деревья, уходящие вверх на от 50 до 60 метров. И тишина. Странная, напряженная тишина, которую нарушают только звуки, которых ты не понимаешь. Треск ветки, низкий утробный звук где-то справа, резкое шипение слева. Ты стоишь на опушке огромного леса. Перед тобой равнина, покрытая низкорослыми папоротниками и первыми цветущими кустарниками. Сзади стена деревьев, из которой ты только что вышел. Откуда ты появился, непонятно. Это просто факт. Ты здесь. И тебе нужно принять решение прямо сейчас. Ты этого не знаешь, но правильный ответ — не двигаться вообще. Потому что в 40 метрах от тебя, за кустом с мелкими белыми цветами, стоит и смотрит на тебя что-то, что весит 1,5 тонны и голодно с прошлого утра. Но давай на секунду притормозим. Потому что если ты все-таки выжил в первые 5 минут, ты смотришь на один из самых удивительных пейзажей, которые когда-либо существовали на этой планете. Небо другого цвета, не синее, как ты привык, а чуть более зеленоватое. Это из-за иного состава атмосферы и гораздо большего количества водяного пара. Облака плотнее, ниже, влажнее. Дождь здесь идет почти каждый день, короткий, теплый, с грозой. После дождя земля буквально парит. И вот что странно. Ты смотришь на это небо и понимаешь, что оно красивое. Другое, но красивое. Земля умеет быть красивой без нас. Она делала это миллиарды лет до нашего появления и, как выяснится, не нуждалась в нашем мнении. Вдали ты видишь реку, широкую, медленную, с мутной коричневатой водой. По берегам заросли хвощей высотой в 3 метра. На отмеле что-то лежит. Большое, темное, неподвижное. Это крокодил, вернее его предок, почти неотличимый от тех, что живут сегодня. Около 6 метров в длину, терпеливый. Он умеет ждать. Крокодилы — одни из немногих, кто переживет то, что случится здесь через несколько миллионов лет. Их план выживания прост и работает. Ешь редко, двигайся мало, живи долго. Над рекой кружат птицы. Но присмотрись, это не совсем птицы. Некоторые из них — птерозавры.
Небольшие, размером с чайку, с кожистыми крыльями и длинными клювами. Они ловят рыбу прямо на лету. Их движения резкие, угловатые, не такие плавные, как у современных птиц. Наблюдать за ними жутковато, как будто смотришь на анимацию, в которой что-то не так. Настоящие птицы тоже есть. Они уже существуют в меловом периоде. Небольшие, похожие на современных воробьев, только с маленькими зубами. Да, зубы у птиц в этом мире — это норма. А вон там, на краю леса, стадо. Приглядись. Это трицератопсы. 8 особей, включая 2 детенышей. Они пасутся медленно, методично, огромными головами раздвигая кустарник. Взрослый самец около 9 метров в длину, вес примерно 12 тонн. 3 рога на морде, костяной воротник сзади. С виду спокойные, но не обманывайся. Трицератопс — одно из самых агрессивных животных своего времени. Он не убегает от опасности, он идет на нее, даже на тираннозавра. Особенно, если рядом детеныши. Ты стоишь посреди всего этого и понимаешь одну простую вещь. Ты здесь никто. Ты не вершина пищевой цепи, ты даже не середина. Ты — случайный маленький организм без клыков, без панциря, без яда, без скорости. В этом мире твоя биологическая ниша — это добыча. Просто добыча. Для всех. Но у тебя есть мозг, самый сложный орган, который когда-либо создавала эволюция на этой планете, по крайней мере, на данный момент. И это единственное, что может тебя спасти, теоретически. Пока ты смотрел вдаль, ты не смотрел под ноги, а зря. Меловой период — золотой век насекомых. Под твоими ногами десятки видов муравьев, жуков, многоножек. По стеблю папоротника рядом с тобой ползет что-то размером с твой кулак. Это жук. Не опасный, но если он укусит, неприятно. Пока динозавры топают по земле и привлекают все внимание, под ногами разворачивается своя цивилизация с миллионами видов. Муравьи уже умеют выращивать грибы. Термиты строят сложные колонии. Пчелы только что изобрели опыление. Это мир внутри мира, и он не менее удивителен, чем мир над ним. А вот что действительно опасно — это мелкие клещи. Они переносят болезни, о существовании которых ты не имеешь понятия. Твой иммунитет никогда с ними не встречался. Ты — идеальный носитель. На ветке прямо над твоей головой сидит ящерица. Маленькая, зеленая, с огромными глазами. Она смотрит на тебя без страха. Она никогда не видела человека. В ее мире человека не существует. Ты для нее просто большой непонятный объект, который пока не двигается. А вот в траве слева — движение. Быстрое, низкое, целенаправленное. Это велоцираптор. Подожди, не такой, каким ты его видел в кино. Реальный велоцираптор размером с индейку. Около 70 сантиметров в холке, примерно 15 килограммов. Покрытый перьями, да, перьями, он больше похож на злую взъерошенную птицу, чем на ящера. Кино соврало тебе по поводу рапторов дважды. Они меньше, чем ты думал, и они покрыты перьями. Но это не делает их менее опасными. Скорее наоборот. Именно перья делают их движения почти бесшумными. Ты услышишь раптора в последний момент. Или не услышишь вообще. У него на задних лапах серповидные когти длиной около 7 сантиметров. И он очень, очень умный. По меркам своего времени. Он остановился. Смотрит на тебя. Наклонил голову влево. Потом вправо. Пытается понять, ты угроза или еда. Ты — еда. Но он один. И ты большой. Поэтому он ждет. Где-то рядом его стая. Они всегда охотятся вместе. Если ты слышишь с разных сторон тихое щелканье, это они переговариваются. Это значит, что они уже окружают тебя. Единственный способ спастись — это дерево. Велоцирапторы не лазают по деревьям так хорошо, как ты, но дерево ближайшее в 20 метрах, а раптор — в 8. Считай сам. Допустим, тебе повезло. Ты добрался до дерева, переждал, рапторы ушли, нашли добычу попроще. Ты спустился и пошел к реке, потому что вода — это жизнь. Ты хочешь пить, ты хочешь умыться, ты хочешь просто почувствовать что-то знакомое. Река выглядит мирно, вода течет медленно. На поверхности плавают огромные листья, почти как лотосы, только крупнее. Стрекозы зависают над водой, красивые, почти как наши, только размах крыльев сантиметров 25. На другом берегу пьет воду небольшой гадрозавр, утконосый динозавр, травоядный, около 4 метров длиной. Мирная картина. Ты подходишь к берегу, наклоняешься к воде, и в этот момент тебе нужно знать одну вещь. В меловых реках нет ничего безопасного. Вообще ничего. Вода кишит.
Под поверхностью рыбы длиной до 3 метров, с зубами, как у акулы. Это ксифактин, один из крупнейших хищников пресных вод своего времени. Он не нападает на крупных животных на берегу, обычно. Но твоя рука, опущенная в воду, это уже другой разговор. Правило мелового периода простое. В воде опасно. На земле опасно. В воздухе, если ты туда попадешь, тоже опасно. Здесь нет безопасного места. Здесь есть только места с разной степенью опасности, и твоя задача — всегда выбирать наименее смертоносное из доступных. А в выле у берега зарылся Эутреторапис, родственник черепахи, но с мощными челюстями, способными перекусить кость. Он поджидает уже полчаса, терпеливо, как умеют только холоднокровные. И все же ты пьешь, потому что выбора нет. Вода немного солоноватая, содержание минералов другое. Желудок через час скажет тебе свое мнение об этом решении, но сейчас тебе хотя бы не так жарко. Ты садишься на берегу и смотришь на реку. Солнце клонится к западу. Небо над горизонтом окрашивается в оранжевый и красный. Красиво. По-настоящему красиво. Ты первый человек, который видит этот закат. И, скорее всего, последний. Ты думаешь о том, сколько таких закатов было до тебя. 100 миллионов? 200? Каждый вечер, миллиарды раз, это небо розовело и гасло. И не было ни одного существа на Земле, которое умело бы оценить красоту. Динозавры не смотрят на закаты. Птерозавры не думают о том, что сейчас красиво. Только ты. Ты смотришь и понимаешь. И это, пожалуй, самое человеческое, что ты делал с момента своего появления здесь. Где-то вдали низкий протяжный рев. Один раз. Потом тишина. Потом снова. Ближе. Пора уходить от реки. Ночь в меловом периоде — это отдельный ужас. Темнота здесь абсолютная. Никакого искусственного света на сотни миллионов лет вокруг. Только луна. И та выглядит немного иначе. Она чуть ближе к Земле и потому кажется крупнее. Звуки ночного леса — это хор, в котором ты не понимаешь ни одного голоса. Что-то ревет, что-то шипит, что-то скребет совсем рядом с тобой. Ты сидишь на ветке дерева, обхватив ее руками и ногами, и пытаешься не заснуть. Потому что если заснешь и упадешь, это твой последний сон. Ночные хищники мелового периода не менее опасны, чем дневные. Просто их ты не видишь. Мелкие млекопитающие шуршат внизу в темноте. Да, млекопитающие уже существуют. Маленькие, размером с крысу, теплые, пушистые. Наши очень далекие предки. Они живут в норах, питаются насекомыми и стараются не попадаться никому на глаза. Их стратегия выживания — невидимость. Через 66 миллионов лет именно их потомки построят города, напишут симфонии и снимут видео на YouTube. Но сейчас они просто шуршат в темноте под твоим деревом, и ты о них ничего не знаешь. Ты пережил ночь. Назовем это чудом или просто везением. Утро встречает тебя туманом и жарой одновременно. Ты голоден, ты не спал, ты уже успел пожалеть о каждом своем решении с момента появления здесь. И вот тогда ты его слышишь. Сначала земля. Она вибрирует. Не сильно, но ритмично. Раз, раз, раз. Как будто кто-то очень тяжелый идет. Потом запах. Резкий, тяжелый, животный. Запах крупного хищника. Запах крови и гниющего мяса. То, что застряло у него между зубами со вчерашнего вечера. Тираннозавр Рекс. Смотри на него. Он выходит из тумана медленно, потому что ему некуда торопиться. Он 13 метров в длину, около 8 тонн веса. Задние ноги как колонны, каждый шаг 1,5 метра. Голова почти 1,5 метра длиной, с зубами до 30 сантиметров каждый. Зубы не острые, как скальпель. Они толстые, конические, как бананы из кости. Они не режут, они давят, они дробят. Один укус, и он переламывает позвоночник трицератопса. И вот важная вещь, которую ты должен знать прямо сейчас. Тираннозавр видит движение. Его зрение бинокулярное, как у орла. Он замечает тебя лучше, чем ты думаешь. Миф о том, что он не видит неподвижное, это именно миф. Он тебя уже видит. Он просто еще решает, стоит ли тратить энергию. Тираннозавр — умный охотник в рамках своего времени. Он не бросается на все подряд. Он оценивает, считает риски. И сейчас он смотрит на тебя и думает: маленький, странный, не убегает. Интересно.
Ты не можешь убежать. Тираннозавр на коротких дистанциях развивает до 20 км в час. Ты в лучшем случае 15, и то, если ты профессиональный бегун. Ты не профессиональный бегун. Ты не можешь спрятаться на дереве, он просто сломает дерево. У тебя нет оружия. И все же есть один шанс. Тираннозавр не преследователь на длинные дистанции, он засадный охотник. Если ты успеешь уйти за густой кустарник и не двигаться, есть вероятность, что он потеряет к тебе интерес. Ключевое слово — вероятность. Ты медленно, очень медленно делаешь шаг назад. Потом еще один. Тираннозавр наклоняет голову, смотрит. Делает шаг вперед. Ты бежишь. Ты бежал долго, ты не знаешь сколько. Когда страх захлестывает мозг, время перестает существовать. Но в какой-то момент ты понял, что земля больше не дрожит, что топота нет, что тишина снова стала просто тишиной. Ты вышел на поляну. Она красивая, по-настоящему красивая. Широкая, залитая светом, покрытая невысокой травой и цветущими кустарниками. Белые и желтые цветы, магнолии, ранние предки наших роз, что-то похожее на лютики. Над ними летают насекомые, первые пчелы в истории Земли. Пчелы появились именно в меловом периоде, вместе с первыми цветами. Это симбиоз, которому 100 миллионов лет. Ты садишься, дышишь. Сердце постепенно замедляется, солнце стоит высоко, воздух горячий и сладкий. Где-то рядом журчит ручей. На краю поляны спокойно пасется небольшой анкилозавр, бронированный травоядный, размером с джип. Его панцирь из костяных пластин блестит на солнце. На конце хвоста тяжелая костяная булава, которой он может сломать ногу тираннозавру. Природа дала ему не скорость и не интеллект, она дала ему крепость. И он пользуется этим уже сотни тысяч лет. Он не обращает на тебя никакого внимания. Ты впервые с момента появления здесь чувствуешь что-то похожее на покой. Это неправильное чувство, это ловушка, которую устраивает тебе твой собственный мозг, когда устает бояться. Мозг не может поддерживать максимальный уровень тревоги бесконечно. Он устает, он ищет отдых, он начинает видеть безопасность там, где ее нет. Это называется адаптация. В обычной жизни полезная вещь, здесь потенциально смертельная. Ты смотришь на небо. Голубое, высокое, бесконечное. Облака медленно плывут с запада на восток. Птерозавр парит в восходящем потоке. Огромный, с размахом крыльев 4 метра, плавно и величественно. Красиво. Ты думаешь, может, не все так плохо? Может, можно выжить? Может, со временем привыкнешь? Найдешь еду, научишься прятаться, построишь что-нибудь. Ты думаешь об этом и смотришь на запад. И вот тогда ты замечаешь его. Сначала это просто яркая точка. Ярче, чем звезда. Ярче, чем все, что ты когда-либо видел днем. Ты щуришься. Думаешь, солнечный блик, оптическая иллюзия, усталость. Но точка растет. Медленно. Потом быстрее. Потом очень быстро. Анкилозавр на краю поляны поднимает голову. Замирает. Его крошечный мозг что-то чувствует, что-то древнее, животное. То, что было вшито в нервную систему еще до него. Он разворачивается и уходит в лес. Без паники. Просто уходит. Птерозавр над полем резко меняет курс и исчезает за деревьями. Насекомые замолкают. Ты стоишь посреди этой внезапной тишины и смотришь на небо. Точка теперь — это шар. Огненный. Он оставляет за собой хвост, который горит белым и оранжевым. Он летит под углом к горизонту, не прямо вниз, а наискосок, как будто небо швырнуло его намеренно. Ты знаешь, что это. Ты знал об этом еще в школе. Читал в книгах, видел в документалках. Астероид Чикшулуп. Диаметр около 10 до 15 километров. Скорость примерно 20 километров в секунду. Он упадет в районе современного полуострова Юкатан, в тысячах километров отсюда. Но это не имеет никакого значения. Взрыв, который произойдет через несколько минут, будет в миллиарды раз мощнее любого ядерного оружия, которое когда-либо создавало человечество. Ударная волна обогнет всю планету несколько раз. Температура на поверхности Земли в радиусе 1000 километров поднимется выше точки воспламенения. Небо станет красным, потом черным на долгие годы. Пыль и сажа закроют солнце, растения погибнут, пищевые цепи рухнут. 75% всех видов жизни на Земле исчезнут. За относительно короткий геологический миг.
Ты стоишь на этой поляне с белыми цветами и смотришь, как шар становится все больше. Гул нарастает, низкий, физический. Ты чувствуешь его не ушами, а грудной клеткой. Воздух начинает пахнуть озоном. Листья на кустах рядом с тобой начинают слегка дрожать. Не от ветра, а от звука, который уже не звук, а давление. Трицератопсы на краю поляны беспокойно топчутся. Они не знают, что происходит, но чувствуют. Животные всегда чувствуют раньше нас. Ты думаешь о том, что стоишь здесь один посреди мира, которому осталось несколько минут, среди цветов, которые расцвели впервые в истории планеты, под небом, которое больше никогда не будет таким синим. И ты понимаешь кое-что странное и важное. Этот мир не нуждался в тебе. Он существовал без людей 160 миллионов лет, дольше, чем люди могут вообразить. Он был огромным, живым, переполненным жизнью и совершенно равнодушным к твоему присутствию. Ты здесь гость, непрошенный, случайный, уязвимый гость в чужом доме. Ты думаешь о том, что этот мир не знает о своей гибели. Трицератопсы не знают, тираннозавры не знают. Эти первые пчелы, которые все еще летают над цветами прямо сейчас, они не знают. Только ты знаешь. Ты пришел из будущего и принес с собой это знание как груз, который невозможно положить. Ты знаешь финал истории, которую они еще живут. Ты — единственный человек, который это видит. В каком-то смысле тебе повезло. Меловой период закончился 66 миллионов лет назад. За один день погибло около 75% всех видов жизни на Земле. Но вот что важно. 25% выжили. В том числе маленькие, невзрачные, пушистые существа, которые прятались в норах и ели насекомых. Наши предки. Именно потому, что они были маленькими, они спаслись. Маленьким не нужно много еды. Маленькие прячутся лучше. Маленькие могут пережить несколько лет холода и темноты там, где гигант умрет за несколько недель. Это был, пожалуй, главный урок, который планета Земля преподала жизни. Иногда лучший способ выжить — это не быть самым большим, а быть самым адаптируемым. Прошло 66 миллионов лет. И вот ты — потомок тех самых маленьких пушистых существ, которые прятались в темноте под деревьями мелового периода. Сидишь и смотришь это видео. Путь был не близкий, и он еще не закончен. Но это уже совсем другая история.